Здравствуйте, дорогие друзья! Прежде чем мы погрузимся в эту удивительную историю, которая развернулась в самом сердце дикой Сибири, нам бы очень хотелось узнать, из каких уголков мира вы нас читаете. Напишите в комментариях свой город или регион, нам искренне интересно, как далеко разлетаются наши рассказы. А теперь устройтесь поудобнее. Приятного вам просмотра. Алтайские горы не прощают слабости. Здесь, среди заснеженных пиков и непроходимой тайги, жизнь — это вечный танец на грани выживания. Долгие годы в этом суровом краю правил медведь по имени Батор. Его имя, означающее в переводе «богатырь», было дано ему не зря. Когда-то Батор был живой легендой заповедника. Огромный, весом более 400 килограммов, он двигался с грацией истинного монарха. Его шерсть, густая и отливающая темной бронзой на солнце, казалась непробиваемой броней. В те времена даже самые дерзкие хищники, серые волки и скрытные рыси, предпочитали уходить с его тропы задолго до того, как почувствуют запах хозяина. Один лишь его рык, низкий и вибрирующий, заставлял птиц умолкать, а лес замирать в почтении. Его карие глаза смотрели на мир проницательно, с какой-то древней, почти человеческой мудростью. Он был символом непоколебимой мощи природы. Но время — самый безжалостный охотник. Оно не точит когти и не рычит, оно просто забирает свое, день за днем. Годы неумолимо брали свое. Мышцы Батора, когда-то стальные и пружинистые, начали терять объем. Могучие плечи, способные одним ударом свалить взрослого лося, теперь подрагивали от усталости после долгого перехода. Его роскошная шуба поредела, стала тусклой и взъерошенной, в ней все чаще путались колючки и сухая трава, которые старый зверь уже не мог вычистить. Охота, которая раньше была для него лишь вопросом времени, превратилась в мучительное испытание. Скорость покинула его лапы. Быстрые косули и осторожные кабаны теперь легко уходили от преследования, оставляя старого медведя ни с чем. Территории, которыми он владел десятилетиями, начали понемногу отвоевывать молодые, полные сил самцы. Батор не вступал в драки. Он понимал, что проиграет. Он уходил выше в горы, в глухие ущелья, все чаще довольствуясь лишь кореньями, прошлогодними ягодами и редкой мелкой добычей. Исхудавший и ослабевший, он стал тенью самого себя. Фотоловушки, расставленные по всему заповеднику, фиксировали его все реже. На снимках вместо грозного хозяина тайги представал сутулившийся старик, который с трудом волочил лапы по каменистым склонам. Инспекторы заповедника с грустью качали головами. Батор уходит. Среди сотрудников заповедника был человек, для которого Батор стал чем-то большим, чем просто подопечным зверем. Орлан, опытный инспектор, выросший в этих горах, наблюдал за медведем почти 20 лет. В его походном дневнике были сотни записей. Батор перешел реку. Батор нашел новую берлогу. Батор прогнал стаю волков от добычи. Для Орлана этот медведь был душой Алтая. Он видел в нем воплощение достоинства. Даже когда Батор стал дряхлым, Орлан продолжал следить за ним, используя бинокли и данные с камер. Инспектор часто выезжал в рейды на своем квадроцикле, пробираясь через каменистые россыпи, чтобы просто убедиться — старик еще дышит.
Сердце Орлана сжималось при виде того, как волки, извечные враги медведей, начали проявлять наглость. Они чувствовали запах старости и немощи. Лесные санитары превратились в безжалостных преследователей. Теперь они не убегали, завидев медведя, а следовали за ним по пятам, выжидая момент, когда Батор окончательно выбьется из сил. Орлан знал, природа жестока, и смерть от клыков — это естественный финал для дикого зверя. Но он не мог смириться с тем, что легенда Алтая закончит свои дни так бесславно. Тот пасмурный день выдался особенно тяжелым. Батор уже несколько суток не ел. Он спустился к руслу горной реки, надеясь найти хоть что-то съедобное на отмелях. Ледяная вода обжигала лапы, а резкий ветер пробирал до костей. Медведь был настолько истощен, что его походка стала шаткой. Именно в этот момент из густого подлеска вышла стая. 6 крупных волков. Они действовали слаженно, как единый механизм. Сначала они просто окружили его, создав живое кольцо. Их вой, полный торжества, разносился над рекой, перекрывая шум воды. Волки понимали, перед ними не тот грозный Батор, которого боялись их отцы. Перед ними гора мяса, которая почти не может сопротивляться. Батор попытался рыкнуть, но вместо громового рева из его пасти вырвался лишь хриплый надсадный звук. Он попытался сделать выпад, но задние лапы подогнулись, и он едва не рухнул на камни. Волки, почуяв слабость, бросились в атаку. Один вцепился в загривок, другой полоснул клыками по задней лапе. Батор отбивался как мог, его движения были медленными, словно в вязком сне. Кровь окрасила серые камни и его поредевшую шерсть. Он уже готов был принять неизбежное, как вдруг воздух разорвал рев мотора. Орлан был неподалеку. Он услышал волчий вой, особенный, охотничий, и сразу понял, что происходит. Выжав из квадроцикла все возможное, он вместе с напарником вылетел к берегу реки. Картина, которую они увидели, была ужасающей. Старый медведь, прижатый к скале, буквально утопал в серой волчьей массе. «Стой!» — крикнул Орлан, спрыгивая с машины. Он знал, что стрелять в волков нельзя, они тоже часть экосистемы и действуют по законам природы, но он не мог позволить им растерзать Батора у него на глазах. Орлан выхватил сигнальную ракетницу и выстрелил в воздух. Яркая вспышка и оглушительный хлопок заставили волков отпрянуть. Следом полетела еще одна ракета, рассыпая искры прямо перед мордами хищников. Ошеломленные внезапным вмешательством людей и непонятным огнем, волки на мгновение замерли, а затем, недовольно огрызаясь, начали отступать в лесную чащу. Они знали, что человек — единственный противник, с которым не стоит связываться. Батор остался лежать на гальке. Его бока тяжело вздымались, глаза были полуприкрыты. Орлан осторожно подошел ближе. «Живой, старик», — прошептал он, видя, как медведь едва заметно шевельнул ухом. Операция по спасению такого гиганта — задача почти невыполнимая. Но Орлан задействовал все связи. Вызвали ветеринаров, подготовили транспортную клетку. Медведя, находящегося в глубоком шоке, аккуратно погрузили и доставили в реабилитационный центр заповедника. Первые дни были критическими. Ветеринары обрабатывали глубокие раны, вводили антибиотики и мощные витаминные комплексы. Батор был настолько слаб, что даже не пытался сопротивляться людям. Он просто лежал, уткнувшись носом в лапы, и принимал помощь. Врачи обнаружили, что помимо ран от волков, медведь страдал от сильнейшего истощения и возрастного артрита. Стало ясно,
Если выпустить его обратно, он не проживет и недели. Консилиум специалистов принял непростое решение — оставить Батора в центре на пожизненное содержание. Для него построили просторный вольер, который максимально имитировал природную среду с деревьями, камнями и небольшим бассейном. Прошел месяц. Правильное питание и медицинский уход сотворили чудо. Баттор начал вставать. Его шерсть начала отрастать заново. Чистая, блестящая, пусть и тронутая сединой, он перестал бояться людей, хотя и сохранял дистанцию, напоминая о том, что он — дикий зверь, а не домашний питомец. Орлан стал его самым частым посетителем. Инспектор приходил к вольеру в тихие вечерние часы, садился на бревно и просто разговаривал с медведем. Он рассказывал ему о том, как выпал первый снег в горах, как пошли на нерест рыбы. Баттор, казалось, слушал. Он подходил к ограждению, принюхивался к запаху таежного ветра, который Орлан приносил на своей одежде, и издавал тихий гортанный звук. Это уже не был грозный рык хозяина тайги. Это был голос существа, нашедшего покой. История о спасении легендарного медведя быстро разлетелась по стране. В центр начали приезжать люди, чтобы просто посмотреть на Батора. Увидев его, многие замолкали. В этом старом звере чувствовалась огромная внутренняя сила. Люди привозили пожертвования, чтобы обеспечить ему лучший уход. Баттор стал символом того, что даже в самом суровом мире есть место состраданию. Иногда, когда над горами сгущаются туманы, Баттор забирается на самую высокую точку своего вольера. Он смотрит на далекие пики Алтая, где прошла вся его жизнь. В такие моменты он вдруг выпрямляет спину. Его загривок приподнимается, и он издает мощный, протяжный рев. Этот звук разносится далеко, за пределы центра, отражаясь от скал. В этом реве слышится все: и память о великих охотах, и шум ледяных рек, и торжество жизни над смертью. Орлан, слыша этот голос, улыбается. Он знает, что природа все равно возьмет свое, но сегодня и завтра Батор будет в безопасности. Он заслужил право на спокойный закат. Старость неизбежна, и законы дикой природы суровы. Но человек — это часть природы, наделенная способностью сопереживать. И пока мы способны на такие поступки, мир остается чуточку светлее. Дорогие друзья, эта история заставляет задуматься о многом. Поделитесь своим мнением в комментариях. Для нас это очень важно. И если эта история тронула ваше сердце, не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал. Мы подготовили для вас еще много удивительных рассказов о мире, который нас окружает.